Собственно, приветы. На фото не я, это доктор Попов извлекает силу Земли, как и мы с вами сегодня извлечем силу из этого доклада. А я Роман, фронтендер из Питера. У меня есть собака, велик и плойка. А еще я недавно принял свою экстравертность. До этого я думал, что я интроверт, но посмотрел ролик «Ты не интроверт», и теперь я не интроверт. Уже полгода работаю фронт-лидом в команде ШПД. Мы в ШПД делаем разделы домашнего интернета и ТВ удобными и быстрыми. А точки остановы на постоянке используют бэкэндеры. Там это работает прозрачнее, ну и интерфейсы у ребят не такие говорящие. В то время как на фронтенде точка остановы — это чаще всего боль. Собственно, я к этому так и пришел. Я попробовал точки остановы в браузере. Они меня завели в какие-то минифицированные файлы библиотек, где я просто потерялся. С тех пор я, собственно, узнал способ, как это делать хорошо и правильно, и пристаю ко всем своим коллегам. И вот теперь я здесь. Также я расскажу, почему в некоторых ситуациях это эффективнее консолинга и как сделать так, чтобы вы тоже так смогли. Мы постоянно используем консоль лог. Я, например, пишу от 20 до 20 раз за одну задачку и чуть меньше удаляю. Спасибо линтерам, что напоминают. Собственно, у меня есть видяшка, который примерно показывает, как у меня это происходит. К примеру, вам нужно дописать специфичную бизнес-логику для одного из персонажей. Типичный флоу. Вы начинаете консолить, что там вообще происходит, и чаще всего нужный результат находится не с первого раза. Выводится какой-то шум, другие ошибки и логи других библиотек. А если воспользоваться брейкпоинтами, вы находитесь как бы внутри приложения в момент его выполнения. Собственно, поставив нужную точку напротив нужной строчки, ам, секундочку, вы получите все состояние на ладони в момент его выполнения. То есть программа остановит выполнение здесь, сейчас, и вы будете видеть все, что пришло в этот момент. В общем-то, удобно. А с консолью не очень удобно. Еще состояние отображается в консоли дебаггера. Это тоже бывает удобно. Изначально я хотел удалить этот слайд, но у меня их всего 9 вместе с этим и с титрами в конце. Есть. Что не так с консолог, по моему мнению? Консолог хороший, я не призываю его обижать. Он полезен, если аргументов немного и понятно, что смотреть. Тяжело, когда нужно схватить более полную картину, какой-то там большой объект, например. Иногда хочется вывести несколько параметров, аргументов в одной консоли, и бывает, что срабатывает конкатенация, и, собственно, в результате выводится какой-то обжект, который вообще ни о чем не говорит, кроме того, что там объекты, его нужно как-то посмотреть. Собственно, лишний шум в консоли — это ворнинги, ошибки, логи других библиотек. Ну и в целом консоль, она достаточно засорена. Если хочется еще что-то посмотреть, например, вы поняли, что вам нужно глубже копнуть, то вам нужно еще раз писать console.log, и, собственно, весь цикл рефреша проходит еще раз. Ну, то есть вам приходится заново перезагружать страницу и смотреть, что там придет. Чтобы начать console.log использовать, console.log, брейкпоинты прямо сейчас, вам нужно сделать минимальные настройки ваших редакторов и запустить их в режиме отладки. Вот. Но Chrome недавно выкатил, подложил мне, можно сказать, свинью и перед докладом обновил, собственно, версию, и у меня все перестало работать. Мы с Ярославом в экстренном порядке где-то за полчаса, наверное, нашли нужное решение, как донастроить шторм, чтобы он продолжал работать. Собственно, вы можете обновить ваш шторм, если вам лицензия позволяет, ну или использовать эту настройку, которая на скрине, чтобы не обновлять шторм. Ну или откатить Chrome, если получится. В Visual Studio все попроще. Есть вкладка Run and Debug. Там можно нажать кнопочку Create Launch JSON файл, и, собственно, создастся файлик, и вам больше ничего делать не нужно будет. Просто запустить отладку. Ну и использовать точки остановы. Что хочу сказать. Косолог нужен. Я не призываю отказываться от него совсем, но он не один, есть и другие инструменты. Брейкпоинты позволяют побывать как бы внутри приложения и увидеть, что происходит. Вы как тракторист внутри трактора, что ли. А дебаг — это не всегда про боль и непонимание состояния приложения. Его можно увидеть и пощупать, поставив на паузу. Странный мемчик для настроения. Надо посмотреть, да. Хорошая консоль, игры разрабатывать на ней, конечно, не будем.
Это, скорее всего, про какую-то другую консоль, но я нашел только такой. Собственно, используйте точки остановы и вы. Ссылки на презу у меня нету, но я могу скинуть вам в PDF-ку, если вы постучитесь мне в телегу.